В Таиланде 77 провинций, и в каждой из них существуют свои земельные законы. Различаются в каждом регионе и строительные формы, которые строго соблюдаются. Застройщики тесно взаимодействуют с государственными органами, и это хорошая новость для всех, кто хочет вложиться в недвижимость Таиланда. Покупатели могут быть уверены в надежности своих вложений. В сегодняшнем выпуске вы узнаете, какие документы следует запросить у застройщика при покупке недвижимости, нужна ли отельная лицензия для апартаментов, а также мы расскажем вам о последних новостях Лаян Грин Парк. Документы, разрешающие строительство – обязательное условие для возведения зданий во многих странах. Таиланд – не исключение. Если вы покупаете квартиру в Таиланде, необходимо обратить внимание, есть ли у застройщика EIA-сертификат и разрешение на строительство. Environmental Impact Assessment – это разрешение на строительство от экологического комитета. Здесь рассматривается целый комплекс условий, такие как высотность застройки, удаленность от дороги, возможность дренажных работ и прокладки канализации, проверяется собственность земли либо законность заключенного договора аренды. Если проект соответствует всем требованиям, экологический комитет выдает разрешительные документы. Только после получения EIA застройщик может подать запрос «Разрешение на строительство» – Construction Permit. На этом этапе происходит проверка соответствия проекта строительным стандартам, проверяются расчеты и чертежи. Этим занимается муниципальный орган – Орбортор. Данные документы – гарантия безопасности для покупателя. Застройщики имеют право продавать недвижимость и до получения разрешения на строительство, но при отказе экологического комитета строительство будет невозможно, и покупатели рискуют остаться без своих приобретений. Поэтому мы настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться со всей обязательной документацией. Когда вы покупаете недвижимость в Таиланде, помимо разрешительной документации, такой как EIA Permit и разрешение на строительство, мы всегда рекомендуем обращать внимание на планы компании или комплекса получать отельную лицензию. Почему это важно? Наличие отельной лицензии в соответствии с текущим законодательством позволяет сдавать в аренду посуточно. И, как вы можете представить, посуточная аренда генерирует больший доход, чем аренда, например, помесячно. В соответствии с текущим законодательством кондоминиумы, например, могут сдавать только на минимальный срок 30 дней. Ну и значит, кондоминиумы генерируют меньший доход, чем отельные комплексы. Отельную лицензию обычно получают после введения в эксплуатацию комплекса. Чтобы получить отельную лицензию, проект должен иметь все параметры для строительства отеля. Количество парковки, количество номеров для людей с ограниченными возможностями, наличие лифтов, наличие хорошего коэффициента отношения общественных площадей к жилым площадям, ну и много других параметров. Отельные комплексы с отельной лицензией обычно берут на себя очень много забот по сдаче в аренду. То есть владелец квартиры не будет беспокоиться ни о чем. Фактически он будет получать прибыль после расчета всех налогов, после расчета всех расходов. В случае нашего комплекса мы называем себя кондотелем. Это значит, что мы планируем получать отельную лицензию. Это значит, что уже в проекте мы заложили все параметры для строительства отельного здания. Это требует получения всех разрешений еще на этапе строительства. Но мы уверены, что после сдачи в эксплуатацию мы сможем с легкостью получить отельную лицензию. То есть, как вы понимаете, уже на этапе строительства мы должны планировать получение всех последующих лицензий. Одна из таких лицензий – сертификат EDGE, когда мы сейчас на этапе строительства получаем предварительный сертификат, и после завершения строительства мы получим финальный сертификат. На данный момент какой статус у нас? Мы прошли аудит вьетнамской компании, все наши проектные чертежи прошли аудит, и мы успешно его завершили. На момент публикации данного видео команда Лаян Грин Парк получила сертификат уровня EDGE Advance и готовится к торжественной церемонии с представителями международной финансовой организации IFC и аудиторами проекта Sintali SGS. Так как все перечисленные разрешающие документы получены, в октябре 2020 года рабочие приступили к строительству комплекса. Расскажем вам, что мы уже успели сделать за этот период. Со времени нашей последней встречи у нас появились изменения
мы вышли из земли зданием Б, начали возводить этажи. Сейчас у нас возводится 3-й этаж. На здании Д у нас появилась подпорная стена, появилась подземная автостоянка. В ближайший месяц мы ее планируем закончить, начать возводить уже главный плавательный бассейн. В конструкции у нас здания Д тоже появились изменения. Мы решили добавить лифтовый холл в подземную автостоянку. Сейчас закончили проектирование, согласование всех этих моментов, то есть и приступили к работам. На здании С у нас появился фундамент, закончились сваи, начали возводить вотертенки для плавательного бассейна, начинаем уже устанавливать колонны и готовить подпорную стену. А на здании А мы приступили к бурению свай. Мы подписали контракт с компанией, которая занимается бассейнами, очисткой этой воды, подготовкой всего. И они уже в ближайшее время приступают к работам. Субподрядчик по инженерным системам вовсю прокладывает трубы, делаем дренажную систему, заканчиваем уже муниципальный дренаж, который будет уже чистую воду отводить от нашего проекта и ливневую воду. Тем самым защитит нас от затопления. В следующем месяце мы планируем ставить 2-й башенный кран, чтобы зона покрытия крана второй части нашего проекта, это здание С и детский клуб, было тоже максимально эффективным, и мы могли ускорить нашу работу. Сейчас у нас в работе 2 крупных тендера. Это мы выбираем субподрядчика на систему кондиционирования и субподрядчика на смарт-технологии, которые будет заниматься установкой умных систем в наших квартирах, будет заниматься автоматизацией всех систем, устанавливать систему озвучки нашего проекта, видеонаблюдения и других работ, в том числе интернет во всех зданиях. Все строительные работы идут по графику, некоторые идут с опережением, такие как здание С. В описании этого видео будет ссылка на онлайн-камеру, по которой вы можете пройти и посмотреть, что происходит у нас на строительной площадке. Строительство идет полным ходом, а в это время мы знакомим вас со всеми тонкостями покупки и владения недвижимости в Таиланде. А в следующем выпуске мы расскажем о том, какие развлечения, кроме пляжей, вас ожидают на острове Пхукет, а также проведем мини-экскурсию по одному из самых элитных районов Пхукета – Лагуне. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Если у вас есть вопросы по проекту Лаян Грин Парк, оставьте ваши контактные данные в форме обратной связи на сайте layangreenpark.ru, и мы свяжемся с вами в удобное для вас время.